Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Сегодня вяжем простую, красивую шапку имитации резинки. Шапочку можно носить как без помпона, так и с помпоном. Буду вязать на девочку 8 лет, обхват головы 52 сантиметра. Вяжем из пряжи Alize Superlana Maxi, цвет 522, с красивым названием «Голубая вода». Нам понадобится один моток. Первая мерка, которая нам нужна, это окружность головы. У меня окружность головы 52 сантиметра. Из 52 мы вычитаем 20% на растяжение шапки, остается 42 сантиметра. Умножаем 42 на нашу плотность 1,4, получаем 58,8, округляем до целого 59, но для узора нам нужно четное количество петель, поэтому округляем до 60. Оставляем длинный кончик нити и обычным способом на спице номер 6 набираем 60 петель. После того, как набрали необходимое количество петель, плюс одну набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и повесим маркер начала ряда. Первый ряд вяжем так. Первую петлю снимаем, нить за работой. Следующую провязываем лицевой. Это наш раппорт. Одну петлю снимаем, нить за работой, одна лицевая. Так вяжем до конца ряда. Одну петлю переснимаем, одну провязываем лицевой. Лицевые провязываем за переднюю стенку. В конце ряда одну петлю переснимаем. И следующую петлю, если мы провяжем лицевой за переднюю стенку, то она у нас получится скрещенная, потому что это была наша соединительная петля. Мы ее вяжем за заднюю стенку. Только вот эту петлю и только один раз. Следующий ряд узора. Ту петлю, которую мы переснимали, мы ее должны провязать скрещенной лицевой. Провязываем ее лицевой за заднюю стенку. Следующую петлю, обычную лицевую, вяжем за переднюю. Далее лицевая за заднюю стенку, лицевая за переднюю. Одна скрещенная петля, одна обычная. Так довязываем ряд до конца. Те петли, которые мы переснимали, провязываем скрещенной, лицевые обычной лицевой. Далее будем чередовать два этих ряда. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой. Во втором ряду снятые петли провязываем скрещенной лицевой, лицевые обычной. И вяжем таким образом, чередуя два этих ряда на нужную нам высоту до закрытия петель для макушки. Как нам определить эту высоту? Для этого нам понадобится вторая мерка – глубина шапки. Глубина шапки у меня 32 сантиметра. Эту мерку мы делим пополам. Получается 16 сантиметров. Это наша высота. 16 умножаем на плотность в рядах 2,25. Получаем 36 рядов. Это обязательная высота шапки до закрытия петель макушки. И вот я провязала 36 рядов нашим узором, и мы приступаем к формированию макушки. Мы заканчиваем тем рядом, где мы снимаем лицевую и одну провязываем. В том ряду, где мы провязываем скрещенные лицевые, вяжем следующим образом. Первую петлю, которую мы провязываем скрещенной, снимаем на правую спицу. Вторую петлю обычную лицевую разворачиваем, возвращаем первую и провязываем 2 петли скрещенной лицевой со задней стенки. Далее у нас снова скрещенная лицевая и одна лицевая обычная. Снова убавка. Первую петлю снимаем, лицевую обычную разворачиваем, возвращаем первую петлю, провязываем 2 вместе скрещенной лицевой. Далее одна петля скрещенная, одна обычная. Снова провязываем 2 вместе, первую снимаем, вторую разворачиваем, провязываем 2 петли со задней стенки. Одна скрещенная петля, одна обычная. Таким образом будем вязать до конца ряда. 2 петли провязываем вместе. Одна лицевая скрещенная, одна обычная. Далее 3 ряда нам надо провязать по узору. Первые 2 петли мы переснимаем, одна лицевая. Снова переснимаем 2 петли, одна лицевая. Так вяжем до конца ряда. 2 петли переснимаем, нить за работой, одна лицевая.
В следующем ряду те петли, что мы переснимали, провязываем скрещенными лицевыми. 1 лицевая обычная, 2 лицевые за задние стенки, 1 за переднюю. Так будем вязать до конца ряда. Третий ряд без убавлений. Снова мы переснимаем 2 петли, 1 лицевая, 2 петли снимаем нить за работой, 1 лицевая. Довязываем ряд до конца и в следующем ряду снова будем делать убавки. 2 петли, которые мы переснимали, провязываем вместе скрещенной лицевой за задние стенки. 1 лицевая. Снова 2 петли провязываем вместе, 1 лицевая. Такие убавления делаем до конца ряда. 2 вместе скрещенные лицевой, 1 обычная лицевая. Следующие 3 ряда нам надо провязать по узору без убавок. В первом ряду 1 лицевую переснимаем, 1 лицевую провязываем. Во втором ряду переснятые петли провязываем скрещенными лицевыми. В третьем ряду снова 1 переснимаем, 1 провязываем. В четвертом ряду делаем убавки. Первую петлю снимаем, вторую разворачиваем, возвращаем первую, провязываем 2 вместе скрещенной лицевой. Снова первую петлю снимаем, вторую разворачиваем, 2 вместе лицевой за задние стенки. Так довязываем ряд до конца, провязывая по 2 петли вместе. В следующем ряду снова уменьшаем количество петель вдвое, разворачиваем 2 петли, провязываем их вместе лицевой за задние стенки. Снова 2 петли разворачиваем, провязываем лицевой за задние стенки. Теперь нить отрезаем, вставляем в иголку широким ушком и пропускаем через наши петли. Затягиваем и уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик, пропуская по задним стенкам петель. Кончик начала ряда мы уводим наизнанку и с изнаночной стороны тоже прячем, пропуская по задним стенкам петель по диагонали в одну сторону и в противоположную. Наша шапка готова, мы можем отправлять ее на ВТО. После ВТО вот этот край, который немножко загибается, разглаживается. Ширина готового изделия после ВТО 20 см, высота 21 см. На шапочку можно прикрепить помпон или носить без него. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.